Всех приветствую, меня зовут Ева, и сегодня я покажу, как сделать ключницу своими руками. Я взяла вот такую часть от разобранного компьютерного стола. Также подойдет шлифованная доска. Это будет фон, и я хочу его покрасить таким образом, чтобы по итогу получился многогранный приглушенный цвет, что-то вроде неба в период восхода солнца. Для начала крашу данную поверхность синей акриловой краской. Затем высветляю поверхность белой акриловой краской. Также не забываю прокрашивать края деревяшки. Далее добавляю фиолетовые нотки. Кроме того, решила добавить оранжевого и желтого цвета. После растушевки цвет сгладится, но я хочу, чтобы фон был более светлым, поэтому еще добавляю белые краски, не забывая растушевать границы. Из переплетного картона я вырезала детали для 4 построек. Специально для вас я создам соответствующие шаблоны и поделюсь ими по ссылке в описании. Эти домики необходимо склеить, чтобы они приобрели объем. Клею боковые стенки и фиксирую скаты крыши. Следующий домик будет вот такой формы. Здесь я также приклеиваю стенки и не забываю про крышу. А к этому домику клею только боковые стены. Скаты крыши приклею позже, так как предварительно буду создавать имитацию кирпичной кладки. Ну и склеиваю последнее здание, это будет мельница. А чтобы домики смотрелись объемнее, создаю эффект массивных стен путем приклеивания изнутри перегородок возле окон и дверей. Далее создаю эффект деревянных дверей, наклеивая картонные полосы на картонный прямоугольник и фиксирую готовые двери внутри домиков. По итогу создала перегородки и двери на всех домиках. Далее создадим фактуру. Для этого домика я взяла трафарет под кирпичную кладку и наношу мастихином строительную шпатлевку. Кирпичики также можно расчертить зубочисткой. На мельнице создаю фактуру дерева по вот такому трафарету. Этот домик тоже покрываю шпатлевкой и также создаю эффект дерева, только другим способом, использовав вот такую расческу. А оставшийся домик просто покрываю шпатлевкой. На крышах домиков я создаю имитацию черепицы по трафарету. Если трафарета нет, черепицы можно расчертить зубочисткой. После высыхания шпатлевки поверхности затираем при помощи наждачной бумаги. Все домики я крашу белой аэрозольной краской. Вот что должно получиться. На следующем этапе внутри домиков вклеиваем стекла. У меня это прозрачная плотная упаковка. А в роли штор могут выступить отрезки скрап-бумаги, фоамирана или настоящая тюль. К нижней части просохшей основы приклеиваем полоску переплетного картона согласно ширине домиков, после чего в ряд приклеиваем сами домики. Красить домики я буду вот такими оттенками акриловых красок. Допустим, этот будет светло-голубого цвета. А вот этот домик я решила сделать бежевым. Ну а это здание будет светло-зеленого тона. А мельницу покрываю краской с оранжевыми нотками. Крыши домиков и двери крашу в коричневый цвет и оттеняю темно-коричневой краской. А по завершении выделяю фактуру бронзовой акриловой краской. Ну и сами домики состариваю путем нанесения серой и серебристой краски. На мельницу приклеиваю лопасти. А крышу этого домика перекрасила в красный цвет.
По верхней части улочки хочу повесить флажки, которые вырезала из фетра и приклеиваю к красно-белому шпагату. Между домами высаживаю деревья, у меня это стабилизированный мох. На двери приклеиваю полубусины, которые выступят в роли дверных ручек. На стенах этого домика приклеиваю фигурные бусины, имитирующие уличные светильники. По центру лопасти мельницы клею заклепку, а на первом домике фиксирую гипсовую лепнину и миниатюрный балкон. В роли крючков выступят вот такие штифты из строительного магазина. В доске необходимо просверлить отверстия и в них вкрутить штифты. Оттеночная гамма городка может быть абсолютно любой. Сверху доски я вкрутила мини-штифты, продела в них шпагат и подвесила ключницу на гвоздики с фигурной шляпкой. Кстати, чтобы эта старая улочка смотрелась колоритнее, на один из домиков я приклеила красные ставни. Поддержите, пожалуйста, это видео лайком, а также подписывайтесь на мой канал. Но самое главное, берегите себя и своих близких. До новой встречи. Пока-пока.